Доброго всем времени суток! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за вашу поддержку, лайки, подписки, комментарии. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. У кого ты не выходишь из головы? Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было и чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада, нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Вы и только вы творец своего счастья. Сейчас я делаю сигнификацию вашу. Если срезонирует, вы себя узнаете. Значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Итак, какая девочка пришла на расклад? Так. Так, первая карта гармония. Сейчас это о чем? Смотрите, мне показывают такую картинку. Вы сейчас стараетесь то ли вернуть себе гармонию. В принципе, может, кто-то собирает себя как по кусочкам, да, восстанавливается эмоционально, морально. В принципе, стараетесь, может быть, поменьше реагировать, да, если не можете изменить там какие-то события, которые, или повлиять на какие-то события, которые в вашей жизни происходят, как будто бы вы даже понимаете, что слишком много вокруг может быть каких-то нюансов, на которые вы, к сожалению, наверное, не можете повлиять на это. Или на проявление каких-то людей, или исключить этих людей из своего круга пока, по каким-то, уже не знаю, в связи с чем-то, пока вы не можете этих людей как будто бы из своей жизни выгнать, исключить, изолировать их от себя или себя от них, то вы говорите, по крайней мере, я буду учиться поменьше как будто бы эмоционально вот на это все реагировать, вовлекаться в это все. Тут у кого-то это даже получается, девочки. Показано какое-то время тому назад, тут черная кошечка и карта дьявол, и с вами связано. Вполне возможно, были какие-то события такие, которые заставили вас, может быть, нервничать, это мягко говоря. При этом дьявол это какие-то, может быть, вы стали вы вовлечены, да, вас как вовлекли, может быть, в какие-то, у кого-то это любовные переживания, качели, у кого-то в принципе, дьявол, может быть, какие-то выяснения отношений с кем-то. Тут при этом это как будто бы выбило вас из колеи, из вашего привычного какого-то круга, ритма. На вас карты ложатся. Карта мораль, и рядом карта муза, солнышко, и карта какой-то потери. Тут мужской силуэт, женский, еще как будто бы рядом с вами еще один какой-то мужчина. Смысл в чем? В том, что вполне возможно у кого-то тут с мужчиной вы в прошлом, да, проиграли какую-то любовную историю, но этот фантом этого мужчины, он как вцепился вам тут в шею и вас до конца не отпускает. Мало этого, тут еще поддерживает женщина, этот так называемый фантом. То есть не готова до конца распрощаться. Периодически, может быть, возвращается к воспоминаниям о нем. Как-то напоминает этот мужчина о себе. Ну и тем самым тут вот эта вот любовная история, которая в прошлом, она уже проигралась, она уже сложилась. Может быть, осадочек какой-то вот остается, и это все как накладывает отпечаток на ваши нынешние взаимоотношения, может быть, совершенно с другим мужчиной, или на построение взаимоотношений в принципе, в перспективе. Может быть, недоверие уже какое-то к мужчинам. Тут вот все будто бы возвращается к какому-то человеку из прошлого. Так, сама по себе, с открытыми ладонями. Для вас нормально. В принципе, вы, женщина, такая, любите честную игру, открытость. Не хотите каких-то многоходовочек, манипуляций.
Но, к сожалению, рядышком вот эта карта говорит о том, что вам приходится пока как будто бы то ли соглашаться на какие-то условия, у кого-то это рабочие взаимоотношения, у кого-то это в личной жизни. Тут вот какая-то вот, эта черная кошечка, это как тайна, это то, что от вас скрывают, как будто бы есть люди, которые пытаются, может быть, вами манипулировать, при этом делают это так, как будто бы, знаете, не открыто, а стараются как-то так завуалировать это все. Так, опять-таки, яркая, харизматичная, привлекательная, вы знаете, женские какие-то такие нюансики, штучки, где подчеркнуть ваши достоинства, какие-то недостатки скрыть, наполненная энергетически, очень позитивная. Солнышко сама по себе тут уже говорила яркая, где-то как большой ребенок можете проявляться. Тут по этой карте проходит иногда какой-то как детский эгоизм. Вот хочу и все. Хочу, может быть, рядом с этим каким-то мужчиной, который, говорю, большинство этот мужчина уже не с вами. Он, может быть, живет своей жизнью или в другом городе, или, в принципе, на другой улице. Но как-то тут карта Солнца у кого-то может проигрываться вот. Топнула ногой, как маленькая девочка, хочу эту куклу, да, ну тут не совсем корректное сравнение, но тут хочу вот именно этого мужчину. Другие мне не интересны. Хоть там, может, 1000 вам мужчин перед вами, да, проходите, быть вами, ну, вас заинтересованным. А вы их в упор будете не замечать. И, в принципе, может быть, вам будут говорить, да вот посмотри, он такой, такой, такой. Или вы сами понимаете, ну, как-то он себя так проявляет, может, для вас токсично. И уже понимаете, что особо вот как будто бы какие-то потребности ваши он не закрывает. И те, и те. А какие-то мужчины могут действительно дать вам счастье, в прямом смысле. Но вот хочу, вот могу, не знаю, как будто бы могу выстраивать отношения с другими мужчинами, но по сравнению с этим почему-то они то ли проигрывают, то ли не цепляют уже. Вот тут что-то такое, да, как будто бы не отпускает мысли о каком-то мужчине. В сравнении с ним другие, ну, не знаю, меркнут или вообще вы их не замечаете в упор. Ну, где-то как детский какой-то, ну, тут, не знаю, эгоизм, не эгоизм, но какая-то даже отчасти детская позиция может проигрываться ваша. Так, такие какие-то у меня карты. Какая сигнификация ваша сейчас? Подпишись на канал и поставь лайк. У кого вы не выходите из головы, да? Что это за человек? Ой, что-то я переворачиваю. Ну, не знаю, так захотелось. Давайте 6 карт вытащу. У кого вы не выходите из головы? Так. В принципе, это может быть и как мужчина, так и женщина, да, кстати. Так, странный какой-то расклад такой уже начинается, идет. Ну, уж так не знаю. Как идет, так идет. У кого вы не выходите из головы? Ну да, это может быть вообще коллега по работе, и не обязательно мужчина, это может быть женщина, это может быть начальник, причем опять-таки мужчина и женщина. Это может быть ваша подруга, сестра, родственник какой-то. Может быть, первая ваша любовь в садике или в школе, да? Вот не выходите вы до сих пор из головы. Так, буду дополнять, уточнять, дополнять. У кого вы не выходите? О, у мужчины вы не выходите из головы. Ага. Угу. Мужчина 100% страстный, влюбчивый, яркий, огненный, но не в смысле по знаку зодиака, а по карте спичка, может быть вспыльчивый, да, вот такой, ух. Кстати, мужчина чувствует себя заложником, знаете, какого-то то ли образа, который он уже создал в обществе. Тут карта марионетка, я хочу
прочитать это «Сад и марионетка». Скорее всего, знаете, если человек там работал над своим имиджем, вкладывал силы, прикладывал эти силы, выстраивал уже этот какой-то образ, создал, то сейчас он может, с одной стороны, пожинать плоды в позитивном плане, да, материально там довольствоваться тем, что он имеет. А с другой стороны, он же является как заложником этого образа. Он не может, в принципе, что значит не может? Ну, значит, пока не готов или не хочет как-то отходить от этого образа. То есть он подчиняется законам этого социума, может быть, этому мнению общественному. Ну, тут как-то так мне идет. Ну, и для него это очень важно, там, что о нем скажут, какой там он создает о себе впечатление. При этом каким-то образом, это касается карты по влюбленным, если прочитать это на этого мужчину, допустим, если он не свободен, да, в браке, в союзе с кем-то, то, скорее всего, брак социально одобряемый, и он 1000 раз подумает, прежде чем его разрушить. Может там, я уже не знаю, любовь, страсть уходить, но опять-таки какие-то бонусы, какие-то сохраняются от того, что он находится в этом союзе. У кого-то прям так может проиграться. Так, я уже говорила по поводу, что может быть очень вспыльчивый. Так, и сам по себе такой мужчина, мне так хочется тоже это прочесть. Он, прекрасный психолог, может манипулировать в том числе женщинами, какой-то женщиной. Женщина ради него, тут может быть, готова на очень многое. А он как-то, ну, не хочу, некрасиво скажу, там, тут дрессировка, нет, ну, так, наверное, не буду говорить, но этот мужчина может так как-то себя поставить. Ну, тут манипуляция, опять-таки. Что женщина может отказываться там от своих каких-то желаний, может быть, там, у кого-то реализация, у кого-то, знаете, ради того, чтобы просто этому мужчине было хорошо и комфортно рядом с ним, для того, чтобы он выбрал ее. Вот тут так вот мне идет, вот такая какая-то. И он привык уже к этому, к тому, что ради него, может быть, женщина какая-то рядом, как будто бы отчасти себя как отказываются, но он в то же время, он не жертвит. Я не вижу, чтобы он тут прям шел на какие-то жертвы или там вкладывался сильно. Хотя вот эта последняя карта мне говорит о том, что, ну, опять-таки, как будто бы он так себя поставил, он так как-то себя ведет по жизни, у него, не знаю, какие-то, ну, это принципы, не принципы, это, скорее всего, или мама его слишком любила в детстве, залюбленный ребенок, или он этими манипуляциями хочет и умеет, и так вот он выстроил это все, дабы, ну, потреблять, дабы все получать. Ну, как ему удобно, как выгодно ему. Вот тут как будто бы по его правилам. Вот есть его правила, а что там остальные хотят, это уже так, второй, третий уже вопрос. При этом ресурсные женщины его интересуют. И вот в союзе с ним эти ресурсные женщины, они как будто бы могут ему предложить и то, и то, и то. Такое ощущение, как будто бы тут у него выбор есть. Ну, знаете, из тех мужчин, которые могут говорить, да, тебя что-то не устраивает, ну, смотри, он там порог, да, там за этим порогом, там, десятки этих женщин, которые рады будут, в том числе и мне угодить, да. Вот почему-то так странно, какие-то такие карты идут. Вот вы не выходите у него из головы. Так, сейчас я буду еще докладывать на ваши какие-то взаимоотношения. Так. Мужчина, знаете, я не могу сказать, что он прям отъявленный негодяй, да. Тут какие-то у него были, знаете, какие-то как эмоциональные качели. В плане, он пытался, тут карта мораль, может быть, пытался какое-то время, опять-таки, в этом мире жить, ну, не переступая там какую-то черту, опять-таки, не соглашаясь на какие-то уловки, на сделки с совестью.
Но тут мне карты показывают, что не получилось. Для него это был болезненный урок, как будто бы учителя у него такие были, как будто бы его научили. В этом мире, в том мире, по крайней мере, в котором он живет, находится, в этом социуме именно, вот такое вот окружение. Может, это какая-то там компания, бизнес какой-то, где, ну, скажем так, люди друг другу явно не друзья, а тут скорее как, не хочу говорить, волки. Чем больше я узнаю про мир животных, про эти волчьи стаи, то у них наоборот все намного более человечнее, чем у людей. Да, какие-то проявления. Но тут как будто бы он просто осознает, что он не может конкурировать в этом социуме, оставаясь, допустим, тут вот так вот. Вот карта морали я это считываю, чистые ладони, честным, без всяких там манипуляций. Тут как будто бы он очень изменился, этот мужчина. И сейчас он старается как-то балансировать, как это балерина на пуантах. Опять-таки, если это касается тут какие-то изменения в его, как, может быть, встреча с какой-то женщиной заставила его тоже поменяться. Я не говорю в худшую сторону, в лучшую. В принципе, как будто бы он очень много обдумывает в связи с встречей. Ну, скорее всего, встречей с вами. Как будто бы кармические, наверное, партнеры, люди, которые встреча, вот ваша с ним, его с вами, каждого из вас она меняет, она заставляет на мир по-другому посмотреть. А проблемы, тут карта ярости, дерево, древо, ну, у кого-то в семье проблемы, я это уже озвучила, и тут почему-то он такой какой-то, я не могу понять, почему он злой, ярость какая-то. О чем это? Почему? Почему ты злой? Ух ты, ну сочетание такое, я вам хочу сказать, смерть и сила. Давайте так, лайт-версия такая, влечение к женщине, с которой он проживает, пропало, она перестала иметь над ним эту власть, силу. Ну, или, в принципе, сексуальное влечение тут также. Может, у него сексуально в плане что-то там пропадает, да, вот тут как почему-то он каким-то боком обвиняет в этом, ну, если, повторюсь, он не свободен, тут семья, вот каким-то образом он тут женщину обвиняет. Так, при чем тут? Да. Ну, тут у кого-то проблемы в семье, знаете, этот мужчина может считать, если я приношу деньги, да, обеспечиваю семью, значит, мне нужно, опять-таки, все на блюдечке с каемочкой, по большому счету, эмоции женщины его не особо интересуют, честно вам хочу сказать. А тут как-то и показано почему-то его эгоизм. Его эгоизм и карта Луна, как будто бы, ну, раздор в семье, какие-то... Что-то тут по карте отшельник, он может отдаляться, он может жить своей жизнью. Тут как одиночество вдвоем. Вот такой мужчина у меня вышел. Так, вот вы у него не выходите из головы. Так, давайте я спрошу. Этот мужчина, я даже не хочу спрашивать. Он проявляется к вам как ваш друг? Нет, скорее всего, он может периодически появляться в вашей жизни. Карта как бумеранг. Вы его отсылаете куда-то. Ладно, посылайте в эротический даль, он появляется вновь. Да, ну вряд ли так. В принципе, он не свободен, может быть. Карта кольцо. Да, он может интересоваться вами, проявляться к вам. А если карта, ну, бумеранг, вы его как будто бы можете так, на вытянутую ручку, а он потом периодически опять о себе дает знать. Так, вообще давайте я спрошу, кто вы для него? Вы для него кто? Кем являетесь? Ух ты, хитрой лисичкой вы для него являетесь, с которой разрушено все, страсть. Сейчас я уточню, кем вы для него являетесь. Ну, вы являетесь для него какой-то такой хитрой лисичкой, с которой, может быть, была страсть, вас он где-то воспринимал как большим ребенком, думал, что может с вами что-то сложиться, дороги могут открываться.
тут сексуальное влечение в вашу сторону, вы для него привлекательной такой остаетесь. Тут вполне возможно, мужчина хотел манипулировать, видел вас ребенка большого и думал, сможет взять, ну, как будто бы повлиять на вас. Опять, ну, манипулятивные какие-то техники. Но тут карта охлаждения, как будто бы не случилось, не сложилось. Опять, то ли вы отстранились. Да, почему лисичка хитрая? Ну, хитрая лисичка, знаете, кто-то может из мужчин воспринимать шансы, то она может быть и как будто бы вы так как-то себя вели, знаете, он посчитал, что можно с вами какие-то шансы взять в плане, тут сексуальная связь. А по факту карта темница, я буду это считывать вот в голову вы ему запали, и не только в голову, да, как будто бы думает о вас, а шансы так и не взял. А сама история как будто бы не приключилась, не сложилась, по крайней мере, так, как он хотел. Тут как будто неожиданно для него все пошло не так. Тут вот это манипуляции какие-то, может быть, он надеялся, что все сложится, все, или как-то легко, или особо, может, не будет прикладывать усилий, или как-то само по себе оно так сложится. А оно тут что-то не сложилось. Ну, что-то такое от него тут. Вот вы не выходите у него из головы, у этого мужчины. Еще одну спрошу, а он для вас кем является, этот мужчина? Ой, он для вас карма является, с которым мутно, непонятно и не закрытый какой-то гештальт. По высшему я человек, который учит вас любить себя, вопреки всему. Человек, который... Ну, тут могла быть зависимость, созависимые отношения, вы могли страдать из-за него, кстати, подвлюбиться могли. Тут урок какой, который вы, думаю, до конца еще не прошли, потому что по Луне это так для вас не до конца еще понятно. Вы, может быть, даже сейчас сами не до конца понимаете, зачем он в мою жизнь пришел, кем он для меня является. Опять повторюсь, тут карма, кармический учитель. Этот человек заставляет вас, может быть, от обратного посмотреть, почему я позволяю в данном случае каким-то людям, какому-то мужчине так себя вести в отношении меня, почему я не выстраиваю эти рамки, границы. Тут карта высшее я, это эгоизм, это, ну, в данном случае это здоровый эгоизм, как будто бы человек заставляет вас задуматься о собственной ценности, о том, чтобы сами себя не обесценивали во взаимоотношениях. Может быть, вам по судьбе его встретить, да, попытаться с ним выстроить то ли отношения, то ли, в принципе, в коммуникации просто какие-то войти. И совсем не обязательно, что вы с ним будете создавать там семью, детки у вас будут общие. Тут как будто бы он учит вас, опять повторюсь, как вы должны сами к себе относиться. Какую-то планочку вы должны себе поднять в плане любви к себе. Вот тут вот такое, любоваться собой, холить, лелеять, высшее я. Вы для себя должны стать на первом месте, быть, в принципе, в идеале. Ну, тут как-то так. Вначале о себе должны думать, а потом уже, ну, соответственно, обо всех остальных. Вот тут так, девочки. Вот такая у меня сегодня вышла история. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.